Всем добрый день! Как всегда, рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Олеся. Сегодня давайте приготовим вот такое вот замечательное мягкое печенье с изюмом. Печенье очень вкусное, получается много, готовится проще простого. Для приготовления берем 200 грамм мягкого полурастопленного сливочного масла, сахар 1 стакан 200 грамм, 2 яйца, 150 грамм сметаны. Сметана у меня 20%. Я еще буду использовать 50 грамм йогурта жирностью 2,8. Можно брать 250 грамм сметаны при желании вместо йогурта. Только одну сметану. Также изюм промытый 200 грамм, 2 пакетика ванильного сахара по 10 грамм и разрыхлитель 1,5 пакетика 16-18 грамм, зависит от разрыхлителя. Давайте займемся сразу с изюмом. Изюм я уже промыла. Теперь нужно его тщательно обсушить при помощи бумажного полотенца. Изюм должен быть фактически сухой при добавлении в тесто. И чтобы он равномерно еще распределился по тесту, промытый и обсушенный изюм желательно обсыпать вот так щепоткой муки. Муку беру из общего количества. Кстати, муки потребуется, в среднем потребуется примерно 700-720 грамм. Замешиваем тесто, берем яйца, сахар, ванильный сахар. Не забудем добавить щепотку соли. Хоть я ее и не называла, всегда добавляю в любую выпечку. Добавляем сметану, мягкое сливочное масло, вливаем йогурт. Просто все перемешиваем до однородности и добавляем примерно половину либо 1/3 муки. Вместе с мукой всыпаем разрыхлитель. У меня один пакетик разрыхлителя рассчитан на полкилограмма муки, я добавляю 1,5 пакетика. Постепенно всыпаем муку. Перемешиваем все при помощи лопатки или венчика, первую порцию муки, и потом всыпаем весь изюм. Подсыпаем изюм еще сверху мукой, тогда он замечательно распределяется по тесту. Перемешиваем, переходим на замес руками, добавляем муку, остатки постепенно всыпаем. Слишком долго как-то вымешивать это тесто нет потребности, просто все собираем в гладкий ком теста. Собираем сначала в миске, потом переходим на рабочую поверхность, подсыпаем рабочую поверхность мукой и все просто объединяем все компоненты. Как я уже сказала, вымешивать тесто нет потребности. Все собираем просто руками в гладкий однородный шар теста. И вот такое в итоге тесто должно получиться. Мягкое и в то же время не липнущее к рукам. У меня ушло ровно 720 грамм муки. Тесто желательно дать полежать, отдохнуть хотя бы минут 10-15 на столе. Для этого я его прикрываю посудой, в которой мы делали замес, и оставляю на столе полежать, чтобы мука расслабилась, все компоненты соединились. Потом делю тесто на 2 равные части. Посмотрите, какое замечательное тесто. И количество изюма я считаю оптимальное. Раскатываю каждую половинку теста в пласт толщиной примерно 1 сантиметр, либо чуть-чуть больше. Вырезать буду при помощи обычного стакана по старинке. Стакан у меня диаметром 5,5 сантиметра. Обмакиваю стакан в муку, чтобы тесто не подлипало, и нарезаю кружочки. Кружочки выкладываю на небольшом расстоянии на лист, застеленный пекарской бумагой. Печенье еще немножечко поднимется в духовке, поэтому выкладывайте на небольшом расстоянии. Печенье получается достаточно много. Также раскатываем вторую часть теста. 2,5 больших листа от духовки. Печенье выпекаем в разогретой духовке при 200 градусах примерно 17-18 минут. Зависит от вашей духовки, плюс-минус пару минут. Выпекаем до вот такого вот золотистого цвета, слишком его не зажаривайте, оно должно остаться мягенькое внутри и нежное. Посмотрите, какое печенье получается. Вот такая вот огромная тарелка печенья. Готовьте с удовольствием. Вкусной вам выпечки. С вами была я, Олеся. Поддержите меня пальцем вверх. Оставьте внизу комментарий. Всем пока! Вкусного вам печенья с изюмом. Надеюсь, вам этот рецепт понравится.